еще раз о многослойной живописи. Итак, помимо варианта трехслойного метода с монохромом в прописи, есть похожий вариант с полноценной гризалью, с мертвым слоем по темному грунту. Есть вариант полностью лессировочного письма по гризали, популярный цветной подмалевок и постепенное изменение состава растворителя от тощего к жирному, еще один вариант. И далее есть похожий вариант с цветным или монохромным подмалевком по светлому грунту, когда основной живописный слой пишется в два этапа. Такое хорошо практиковать в рамках учебного процесса, когда сеансы не длительные, а промежутки между ними бывают значительные. Два менее плотных живописных слоя постепенно добирают материальность, проще контролировать детали, рисунок, править цвет и тон. Тени и здесь стараются удержать более прозрачными, на цветах пишут плотнее, фактурнее при необходимости. Именно здесь может возникнуть и проблема межслойной обработки, когда один масляный слой совсем высох, на поверхности успела образоваться пленка, поверхность перед продолжением письма нужно подготовить механически или химически, чтобы взбодрить поверхность, улучшить связь последующих слоев, обработать мелкой наждачной бумагой или сильным, но летучим растворителем. При таком подходе лессировок предполагается минимум, но какие-то корректировки, притирки с лаком неизбежны. Такая техника потянет за собой прожухание, а значит неравномерности надо будет как-то нивелировать. Использование растворителей по принципу от тощего к жирному, то есть от пенена в подмалевке к тройнику в основном слое и до лака в лессировках, как раз пытается решить проблему связи слоев, делая так, чтобы нижний слой максимально подружился с грунтом, отдал туда связующий, пусть и прожух, но скрепился с ним, с грунтом. Средний слой явился продолжением подмалевка, но уже не проваливался. Нам тут нужен и цвет, и плотность. А лессировки на лаке или с большим количеством лака в разбавителе за счет него по-своему приклеиваются к основному слою. Но существует также вариант, когда основной живописный слой делится на два этапа для специфического цветового эффекта. Тогда после монохромного нижнего слоя наносят первый живописный слой, используя на цветах ненатуральные, диковатые, инвертированные цвета, иногда с преувеличением насыщенности. Получаются такие зеленые или синие лица с коричневыми тенями. Второй живописный слой перекрывает эти цвета, приводя цвет в уже некое удобоваримое состояние. Идея в том, что цветная подкладка обогащает цвет. Нет необходимости использовать сложные замесы, достаточно варьировать толщину слоя. Лессировки, опять же, никто не запрещает. Эта идея просвечивания комплементарного цвета также реализована в варианте с декоративным инвертированным подмалевком. Можно делать равномерные одноцветные выкраски больших зон в нижнем слое по едва намеченным контурам, используя насыщенные укрывистые краски. Можно считать это разноцветной имприматурой. Интересно, что задуманная гармония цветовых сочетаний должна сохраниться в этом инвертированном слое, уже там. Писать можно очень простыми замесами, почти открытой краской из тубы, меняя толщину слоя большим разбавлением, притиркой, процарапыванием, непрокрасом. Вариантов много. Интересно, что от абсолютно декоративного изображения можно прийти к абсолютно реалистичному. От Матисса к Бугро. Из-за такой полихромии подложки трудно бывает добиться цветового единства теней, можно легко утерять или, собственно, не дожать локальный цвет предмета. Вам ведь необходимо написать красный помидор на месте зеленого пятна и сделать это так, чтобы помидор приобрел таки цвет помидора, но не
забить вот эту зеленую подложку полностью, потому что в противном случае этот подслой станет бесполезным. Поэтому лессировки для коррекции и здесь лишними не будут. Проверяем локальный цвет предмета, обобщаем тени. Еще вариант можно встретить технику с использованием наждачной бумаги, с помощью которой моделируется рисунок на этапе подмалевка. Высветляются необходимые участки после протемненной масляной прописки по темной имприматуре. Мне кажется, есть много других способов сделать слой краски тонким, прозрачным. Использовать разбавитель, положить краску в притирку, процарапать или снять слой в процессе письма скальпелем или мастихином. При таком моделировании с помощью наждачной бумаги высветлять можно не только слой краски, прописи, но и затрагивать имприматуру, то есть можно добраться до светлого грунта. И тут надо следить, чтобы вот эти деструктированные моменты, эта деструктированная краска, остатки имприматуры покинули поверхность. А чтобы восстановить прозрачность, я бы ретушный лак использовал или медиум сходный. Заявлено, что последующие слои в этой технике моделируются полупрозрачными красками. Кстати, могут использоваться и масляные, и акварельные, и темперные. В этом ничего странного нет. В самых ранних примерах масляная краска не в одночасье сменила темперу, не сразу и не во всех слоях. У Ван Эйка можно встретить такое, да и через 200 лет у Ван Дейка лессировки красками на клеевом связующем. И далее здесь также планируется лессировочный слой уже традиционно масляными красками. Техника близка графической, да был бы результат. Живопись гладкая, так что часть эффектов, связанных с фактурой, с боковым светом, не используется. И, наконец, смешение методов также существует. Можно использовать полумутные среды, полупрозрачные слои в цветном подмалевке, чтобы задать основной колорит, работая в теплую сторону по серому грунту и прозрачной оливковой имприматуре, например. Получив уже 2 относительно прозрачных слоя, постепенно вводить белила на светах, добирая объем. Затем в основном слое проработать цвета уже с явным преувеличением светлоты и преобладанием холодных белил. Создать, по сути, изолирующий мертвый слой. Затем писать относительно плотно, но уже цветно, используя свечение этого мертвого слоя на поворотах формы. Этот живописный слой может быть даже разделен на 2, последовательно уточняющих цвет, тон, детали. Завершающая лессировка, как всегда, возможна. Такой или похожий, довольно громоздкий метод часто преподносят с придыханием, как семислойный метод старых мастеров, начисто отбивая желание заниматься живописью. Вспоминая жесткую конкуренцию среди художников золотого XVII века, нужно понимать, что никто из старых мастеров лишних движений не делал, тем более никаких неработающих слоев никто не наносил. Во всем была логика. Бессмысленно накладывать плотный слой поверх плотного, пряча один под другим. Если только, как в случае с мертвым слоем, это не изолирующая подложка. Нет смысла накладывать многократные прозрачные слои комплементарных цветов друг на друга, поскольку они будут все больше уменьшать насыщенность друг друга. Просвечивание слоев должно быть не ради просвечивания, а ради того, чтобы цвета были сложные, уже не простые, не открытые, но и не грязные, не замудренные. И главное, чтобы тени стали максимальной ловушкой, а цвета максимальным отражателем для светового потока. Тогда можно добиться правдоподобия, эффекта, реалистичности. Не фотографичности, а убедительности, используя разные приемы светоотражения и по возможности простые, элегантные решения. Если, конечно, цель ваша состоит именно в этом. А с другой стороны, можно и не упрощать
добраться до результата максимально сложным способом. Бешеные собаки и 7 верст не крюк, как говорят.